Всем привет! Сегодня на тесте аудиосистема от компании KEF LSX. Многие по недоразумению называют эту систему беспроводной, хотя проводов можно достаточно много подсоединить, и все провода, как говорится, по делу. Как же тогда называется эта аудиосистема? Правильное название – это активная двухполосная акустическая система со встроенным процессором и сетевым аудиоплеером. Сегодня в видеообзоре я расскажу о том, как устроена аудиосистема LSX. Посмотрим колонку внутри. Расскажу, как правильно надо ее настроить, как правильно надо ее подключить, и не только ее, любое сетевое устройство. Расскажу о форматах DSD и DXD, чем они отличаются. Расскажу о формате MQA, очень популярный, сетевой формат. И в конце видеообзора будет один короткий аудиотест. Ну что, поехали? А это британский дизайнер Майкл Янг. С таким гордым видом, конечно, может быть или только маркетолог, или дизайнер. Прежде чем приступить к разработке дизайна LSX, Майкл Янг поработал над дизайном мебели, часов и успел отметиться в дизайне спорткара. По его мнению, в цветовой гамме должны присутствовать 5 цветовых решений. Скорее всего, я могу здесь с ним согласиться. Каждый цвет – это образ, характер, настроение, стихия. Так что здесь все нормально. Но вот одно цветовое решение стоит особняком. Это цвет милитари. Военный такой зелено-грязный цвет. Эта идея принадлежит Майклу Янгу, поэтому аудиосистема цвета милитари удостоена личным автографом от Майкла Янга. Скругленная фронтальная панель, как с точки дизайна, так и с точки зрения аудиоинженера, это отличное решение, здесь вопросов нет. Сзади акустической системы мастер разместили все необходимые коммутации, то есть разъемчики, кнопочки и так далее. Все вот там есть, все присутствует. Внизу, как и должно быть, расположен разъем для подключения сетевого кабеля. Чуть выше слева направо разъемы для подключения, соответственно, к роутеру. Это вариант проводного подключения. По центру разъемы для обновления программного обеспечения. Так что вот зря радуются те, кто думает, здесь можно флешечку воткнуть, USB, и все будет хорошо. Хорошо не будет, это только для обновления программного обеспечения. Еще правее это разъемчик для подключения второй колонки Slave. Но это в том варианте, когда требуется уже прослушивать файлы с высоким разрешением 96 кГц. Кстати говоря, эта разница слышна, поэтому я вот использовал это подключение, лучше ничего нельзя сказать. Чуть выше есть оптический вход, мало ли там надо подключить какую-то вертушку, AUX. Аналоговый вход, назовем его условно аналоговый, потому что, естественно, аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, обрабатывается, потом из цифры опять делаем аналог. Но еще чуть правее это выход на сабвуфер, если вот надо глушить соседей, или что-то послушать погромче, чтобы были низкие частоты, хотя у колонки низких частот предостаточно. Но, тем не менее, есть такой разъемчик. Еще чуть выше это соединение колоночки по сети Bluetooth. Следующая кнопочка по центру – это соединение двух колонок вместе. И еще правее – это кнопочка Reset. То есть, если какие-то возникли проблемы, как говорится, нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Хотя, на самом деле, в первую очередь надо не на кнопочку нажимать, а посмотреть, какая версия программного обеспечения. В общем-то, здесь, я думаю, это самый первый вариант, что надо делать, а потом уже дальше идти уже по пути ресета, то есть полностью обресетить систему. Еще чуть выше находится порт фазоинвертора. Кстати говоря, очень похож на раструб граммофончика. Когда я открыл крышечку, вообще граммофон граммофоном. То есть изогнутая труба, улиточка, все как положено, и такой раструб. Что на самом деле очень хорошо. Никаких там гудений, призвуков, все просто супер-пупер. Значит, еще внизу есть тоже интересная фирменная фишечка, Это есть резьбовое соединение для жесткой фиксации
системы, акустической системы колонки на подставке. Но я ее использую, подставки у меня еще не было, еще в то время их не было. Я использовал штативы высокие, ну, как бы для того, чтобы посмотреть, на какой высоте, как может работать колонка. Очень даже пригодилось. Как устроена аудиосистема LSX? Она состоит из двух частей, это, соответственно, мастер и слейв. Мастер имеет 4 входа, один вход аналоговый и 3 входа цифровых. Сигнал с аналогового входа поступает на аналоговый цифровой преобразователь и далее на цифровой предварительный усилитель. Второй вход – это оптический цифровой вход. С нее сигнал также поступает на предварительный цифровой усилитель. Третий вход – это беспроводное соединение Bluetooth. Четвертый вход – это соединение по сети. То есть можно непосредственно соединить мастер с роутером. Можно сделать соединение, конечно, и с помощью Wi-Fi. На что бы я обратил внимание, эта система имеет два источника питания. Первый источник питания – это слаботочный, он работает, когда система выключена в режиме стандбай, и одновременно этот же источник питает аналоговую часть. То есть это очень профессионально развести питание цифровой части и аналоговой части. Это позволяет улучшить качество звучания. После каскада предварительного цифрового усиления сигнал регулируется вот таким вот пультом. Кто-то может сказать, зачем это надо, есть вот смартфон, можно там как бы крутить. Но с другой стороны я могу спросить, а что мне делать, если у меня установлен продвинутый аудиоплеер, у которого отключается регулятор громкости системный. Это сделано специально, чтобы сигнал не путешествовал там по системе, а шел уже на выход, и уже можно там, где сигнал приходит, уже как-то регулировать громкость. Так что эта вещь, в общем-то, необходимая. Далее, значит, сигнал поступает на кроссовер, где он делится на две части, и, соответственно, после этого поступает на два цифроаналоговых преобразователя. Это для высоких частот и для низких частот. И далее уже поступает сигнал на усилители. В чем здесь, в общем-то, как говорят, фишка? Это в том, что нету в цепи сигнала нет катушек, и за счет этого удается получить очень точный, очень быстрый звук. За счет этого можно достичь большей громкости и большей точности. Плюс еще в аудиосистеме установлена цифровая корректировка сигнала высоких частот. Это позволяет значительно улучшить точность звучания. Ну и когда у вас синхронно работает твиттер и вуфер, звучание получается еще более точным, еще более лучшим. На следующем рисунке можно увидеть, как влияет воспроизводимый сигнал, как точнее влияет на воспроизводимый сигнал временная задержка. Для проверки используется прямоугольный сигнал. Ну это жесть просто, да, это очень сложный сигнал для драйвера. На рисунке в центре видно, как воспроизводится вот такой сигнал на обычной колонке. Ну, собственно говоря, все там знают, как или ели кашу, а это вот аудиокаша, как вот выглядит аудиокаша. При использовании задержки, собственно говоря, это правильно, но коли использовали, собственно говоря, активное подключение, использовать цифровую задержку на твиттер, это очень и очень правильно. Для того, чтобы, собственно говоря, получить вот такой вот результат в обычной аудиосистеме, когда магнитные оси динамиков, они находятся, так сказать, на разном расстоянии от фронтальной панели, получается вот как вот здесь, второй вариант, в центре вариант, звуковая каша. Для того, чтобы это исправить, приходится использовать изменение положения твиттера. То есть бывает, знает колонки, когда твиттер сдвигается назад чуть-чуть, то есть оси совмещаются, звучание отличное. То есть это, наверное, самое правильное решение. Но или используют, конечно, специально разработанные динамики, где акустические оси имеют, собственно говоря, одинаковое расстояние от фронтальной панели. Тогда это все правильно. В верхней и нижней частях корпуса есть вот такие маленькие окошечки. Ну, они практически не видны, но тем не менее это для того, чтобы охлаждать
аудиосистему. Крышечка съемная, задняя, кстати говоря, вот так все это достаточно, получается симпатично, красиво, и сделано так специально, чтобы никаких винтов не было, чтобы внешний вид оставался как одно монолитное целое, единое. Соединение крышки на самом деле очень хорошее. Плотность соединения обеспечивает вот такие вот резиновые втулочки, они вот фигурные, не просто там вот такие вот резиночки, а реально все садится очень хорошо. И большое количество, конечно, обеспечивает очень качественное прилегание крышки к корпусу. Но это еще не все. Под крышкой вот такие есть резиновые амортизаторы. Так что ничего не звенит, ничего не стучит. То есть здесь, конечно, поработали очень хорошо. То есть сделано все как надо, собственно говоря. Фронтальная панель закреплена при помощи 8 саморезов. Так что крепление фронтальной панели сверхнадежное. Установлен динамик, естественно, UniQ. Это фирменная разработка KEF. Кстати говоря, динамик очень солидный, очень серьезный. Там, наверное, половина веса корпуса, вот в корпусе то, что есть, это сам динамик, сам драйвер. Ткань на корпусе закреплена очень хорошо. Кстати говоря, ткань – это тоже очень важный элемент корпуса, поскольку она хорошо демпфирует резонанс и призвуки, вот, то, что есть от корпуса. Здесь я считаю, что правильное решение. Если был бы корпус просто окрашенный, просто использовать окрашенный корпус, это вариант уже, конечно, похуже. Лучше, конечно, если используется ткань. Корпус изготовлен из пластика 5 мм, но, тем не менее, корпус достаточно жесткий. Сзади для охлаждения использованы радиаторы. В нижней части корпуса установлены полимерные накладки. Назначение, скажем, то же самое, что и втулки, все остальное, это чтобы меньше было дребезга, точнее его, чтобы было полное отсутствие. Соединение клемм UniQ с усилителями выполнено при помощи пайки. Это, соответственно, гарантирует надежное соединение. Здесь, конечно, не могу понять, почему в обычных акустических системах используется менее надежное соединение при помощи клемм. Кстати говоря, магнитная система UniQ такая же, как у ионопольных акустических систем, очень мощная. В передней части корпуса крепление ткани на корпусе такая же, как и сзади. Очень все выполнено качественно. Для плотного прилегания фронтальной панели используются все те же полимерные прокладки. В нижней части корпуса установлены блоки питания. И, соответственно, для акустического демпфирования используется звукопоглощающий материал типа синтепона, как в больших колонках. Здесь все нормально. Для того, чтобы уменьшить длинную трубу фазоинвертора, в корпусе ее пришлось изогнуть наподобие граммофонной трубы. Но это позволило, в принципе, уместить большую трубу в небольшом корпусе. Чтобы подключить аудиосистему, необходимо предварительно скачать приложение. Я загрузил эти два приложения для операционной системы Android на Play Market. Это, соответственно, KEF Control и KEF Stream. Когда вы установите два приложения, нужно запустить программу KEF Control. В меню необходимо выбрать соответствующую модель KEF LSX, затем подключить сетевой электрический кабель системы и нажать «Далее». На аудиосистеме Master индикатор должен мигать оранжевым цветом. Нажмите кнопку «Далее» и ждите, когда система запросит подключение KEF LSX к сети. У меня, однако, система подключалась не всегда, скажем так, через раз. KEF LSX самостоятельно подключалась к сети и запрашивал на подключение к своей сети Wi-Fi, но своей сети я не видел. Для начала зашел в настройки роутера и оценил загруженность Wi-Fi сети при помощи бесплатного приложения. На частоте 2,4 ГГц сеть была сильно загружена, причем в данный момент не очень. Были дни, когда подключенных устройств доходило до 30. Для качественного стриминга это очень плохо. На частоте 5 ГГц подключенных устройств оказалось значительно меньше. Опытным путем удалось установить, что у системы LSX на частоте 2,4 ГГц работают каналы с 1 по 11. Это, внимание, то есть 12-13 не работают.
Ну, по крайней мере, вот было, не знаю, вот как сейчас, но вот на данный момент, когда у меня все это было, вот работали только по 11 каналу. На частоте 5 ГГц тоже работают не все каналы, работали каналы 36, 40, 44 и 48. В настройках роутера предпочтительно указать постоянный, менее всего загруженный канал, подчеркиваю, постоянный. При динамическом подключении во время переключения каналов возможно прерывание музыки, то есть разрыв сети, поэтому это тоже нужно учесть. Роутер может выбрать менее загруженный, но не поддерживаемый, соответственно, системой LSX канал. То есть выберет, например, канал там, собственно говоря, роутер может выбрать там 12 канал или 13, а он не поддерживается, поэтому лучше эту операцию в настройках выполнить вручную. Но оказалось, что самое надежное соединение – это проводное соединение Ethernet. Когда произойдет соединение сети, аудиосистема перезагрузится и появится сообщение о готовности к работе. При помощи виртуальных кнопок можно, соответственно, включить или выключить систему, выполнить Bluetooth соединение, подключиться к цифровому оптическому или аналоговым входам. Возможно, два варианта настроек системы – это базовый и экспертный. Но на самом деле настройки эти практически одинаковые. Ну, для обычного пользователя я бы сказал, что, конечно, лучше использовать, ну и, по крайней мере, понятно, это базовая настройка. В настройках можно, соответственно, изменить уровень громкости высоких частот. Следует отметить, что уровень громкости изменяется во всей полосе частот. То есть обычно, на обычной системе это изменяется все-таки, например, только высокие частоты, то есть добротность, там, скажем, так сказать, контра идет единичка 0,5, а здесь вся полоса, это надо учесть. Если вам нужно только там где-то увеличить в районе 12-13 кГц, то здесь так не получится. Здесь, собственно, весь диапазон поднимается наверх. Поэтому вот при изменении ступенчатой настройки надо очень плавно идти наверх. Что оказалось? Что нормальный уровень высоких частот оказался, когда настройка идет на уровне плюс 2,5 дБ. Следующее – это выбор площади комнаты, позволяет незначительно изменить громкость в небольшом диапазоне 40-120 Гц. Параметр демпфирования комнаты позволяет значительно изменить уровень громкости в низкочастотном диапазоне 20-350 Гц. Но здесь уже затрагивается мидбас, конечно, вот диапазон мидбас, и нижняя середина. То есть это вот такой диапазон достаточно важный, который можно изменить, это очень слышно будет, по крайней мере. Выбор параметра расположения и расстояние до стены системы позволяет изменить уровень громкости в узком диапазоне частот с центральной частотой настройки 160 Гц. Достаточно часто компактная аудиосистема устанавливается близко к стене. И, соответственно, такая настройка может быть очень полезна. Она может быть и полезной в небольшой комнате. Вот на этой частоте часто бывает гул, его можно немножечко снизить изменением этой настройки. Для такой маленькой аудиосистемы частотная характеристика очень хорошая. В низкочастотном диапазоне есть небольшой подъем АЧХ, но при необходимости его можно сгладить с помощью настроек. Аудиосистема LSX позволяет использовать встроенные сервисы Tidal и Spotify. Через приложение KEF Control нужно войти в KEF Stream и далее через меню выбрать соответствующий сервис. Я достаточно долго тестировал сервис Tidal, мне этот сервис понравился. Очень удобная навигация, очень много файлов, очень много удобных настроек и много файлов с высоким разрешением. Если дома есть большая коллекция аудиофайлов, есть смысл обратить внимание на программный плеер Roon. Здесь действительно все очень здорово со звуком. Очень все понравилось, надежное соединение, собственное программное обеспечение, все супер, но есть одна маленькая деталь, это очень высокая стоимость программы. Приложение Neutron специально разработано для воспроизведения файлов как на смартфоне, так и по сети на внешних устройствах. Приложение поддерживает воспроизведение практически всех файлов, в том числе высокого разрешения DSD и DXD. В приложении много настроек, очень большие возможности для настройки звука. Например, можно выбрать, как обрабатывать файл, с каким разрешением выводить файл в сеть и так далее.
Есть также возможность настроить библиотеку, выполнить сортировку по заданным параметрам. Можно отключить регулировку громкости, улучшайзера на смартфоне. В этом случае аудиофайлы, соответственно, фонограмма будет передаваться на приемное устройство с минимальными искажениями, но понадобится пульт. Поэтому пультик, конечно, для LSX понадобится, если используется приложение Nitro. Для тех, кто хотел бы оценить изменение качества звучания в зависимости от разрешения файла, то есть кто хочет попробовать вообще, как все это изменяется, да, для того, чтобы знать, что надо скачивать, к чему стремиться, на сайте компании 2L.no есть страница, где можно бесплатно абсолютно скачать файлы и затем их прослушать, то есть сравнить между собой. Интересно сравнить запись одной и той же фонограммы в разных форматах. То есть есть там их специально как бы вот одна страничка, это сравнение файлов DSD и DXD. Там самый короткий путь, самая топовая аппаратура. DSD мне понравилось, конечно, больше. И понятно почему. На спектроанализаторе видно, что на записи DXD в диапазоне 60-100 кГц есть цифровой шум. На записи DSD шума нет. Файлы DXD без цифрового шума в высокочастотном диапазоне звучат очень хорошо. На хорошее звучание сильно влияет наличие цифрового шума в аудиофайле, в том числе и в неслышимом ультразвуковом диапазоне. В кодеке MQA используется знание особенностей звучания аудиофайла с отфильтрованным цифровым шумом. В диапазоне до 24 кГц изменений в фонограмме нет. Выше 24 кГц кодируется только значимое значение гармоник. Все, что выше, включает цифровой шум, все отсекается. Как результат, файл имеет небольшой размер и очень приличное звучание, ну, особенно если используется сетевое прослушивание. Здесь, собственно говоря, я бы сказал, аналогов даже и нет. То есть маленький объем, размер файла и очень высокое качество звучания.